Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. Этим видео начинаем серию программ, скажем так, по изготовлению дерева. Ну, то есть для виньетки или диорамы или для чего-то подобного. Изготавливать будем из металла высотой приблизительно 150 миллиметров. Это будет береза, плачущая так называемая. Зимний вариант, ну то есть пока без листвы. А там посмотрим, может быть, и сделаем осенний вариант. Изготавливать будем из меди. Вот есть такая проволока, диаметр которой 1,8 миллиметра. А нам необходимо получить для начала 1 миллиметр. Вот. Будем применять вот такой вот инструмент. Называется плита фильерная. Вот тут отверстие есть. Здесь вот такие воронкоподобные входы. То есть проволока сюда продевается. Здесь она прихватывается плоскогубцами и тянется. Ну, в общем, вы, собственно, все увидите, чего рассказывать. В общем-то, если у вас такого инструмента нет, а его, скорее всего, нет, ничего страшного не произойдет. Можно просто приобрести проволоку разных диаметров. Единственное, что в магазине вы найдете там 1 мм, 0,6 мм, 0,4, 0,3. А вот данная плита фильерная позволяет, допустим, выволочить 1,15 или 1,25, например. Не такое уж преимущество какое, но все равно это поинтереснее будет. Давайте тогда отрежем или откусим, вернее, кусочек проволоки. 150 миллиметров. Вот они. Ну, приблизительно. Есть такое дело. И еще два отрезка, на всякий случай, опять же, для веток, которых будет много, скорее всего. Давайте по 70. Экономить нужно материал. Экономить. Лишнего нам не нужно, как говорится. Миллиметров 70. Вот так возьмем. Но перед тем, как волочить эту самую проволоку, ее необходимо отжечь. К сожалению, те газовые горелки, которые есть у меня в распоряжении, они не имеют такой мощности, чтобы качественно отжечь проволоку диаметром 1,8 мм. Но у нас дома имеется газовая плита, в смысле на кухне. Обыкновенная кухонная газовая плита. Вот мы туда проследуем и осуществим такой процесс, как отжиг. Кстати, на канале есть видео, которое называется «Пламя меняет все». Там рассказано подробно, что такое отжиг и как правильно его осуществить. Ну и заодно, что такое нагортовывание, что такое отбеливание. Посмотрите, на мой взгляд, очень интересное видео. Ссылочку оставлю в описании, и подсказка, конечно же, появится. А сейчас проследуем к газовой плите. Процесс, в общем-то, несложный. Добываем огонь. Сделаем пламя побольше. О, это вот уже отжиг осуществлен с одной стороны. Теперь необходимо перехватить. И тот кончик, который не был отожжен, потому что там был пинцет, отжечь. Как хорошо. С этим справились. Следующий отрезок. Вот так, здесь, в этой части. Да, ну как хорошо. Есть. Перехватить. Аккуратно. Эть.
есть. И вот этот вот участок отжечь. Доотжечь. Замечательно. Вот такое покраснение, это и есть нормальный отжиг, скажем так. Перехватываем и доотжигаем. Все, все, процесс отжига завершен. Вот так выглядит медная проволока после отжига, такая даже как бы поржавевшая, да? Это окалина. Дальше необходимо заточить под конус. Ну вот так вот, да? Так хватит. Проволока стала мягкой, как вы можете видеть, такая податливая. Ну, это уже не надфиль, это уже напильник, кстати, номер 1. То есть крупность у него номер 1. Ну, процесс не быстрый, конечно. Ну, что поделаешь. Ну, думаю, что такого хватит нам участка. Где у нас здесь 1,7 сразу, да? О. Ну, вот так выступает кончик. Я думаю, что хватит уверенно прихватить его плоскогубцами и осуществить, так сказать, волочение. Ну, продолжим. Вернее, начинаем все заново. Примеряем 1,7, да? Ну, я тоже думаю, что хватит вот этого отрезка, чтобы ухватиться и протянуть. Ну и последний. Здесь тоже вполне себе хватит ухватиться и протянуть проволоку. 1, 2, такой вот, и 3. Дальше приступим к установлению фильерной плиты, так сказать, в тиски, ну и приступим к волочению. Для начала установим тиски. Вот такой экземпляр. Простой, незамысловатый. И вот есть такая вот прокладка кожаная. Естественно, ее нужно поставить под тиски, под зажим тисков имеется в виду. Вот так плотно прижмем, ну, чтобы не испортить стол. Зачем? Плотно закрутить. Здесь еще одна такая кожаная прокладочка, чтобы насечкой от тисков не испортить эту самую фильерную плиту нашу. Аккуратно установим и зажмем. Тоже крепко. Вроде все стоит неплохо, да? Ну, правильно нанести воск или парафин, чтобы тянулось это легче. Но потом все это нужно протирать, вытирать. А медь, металл мягкий, поэтому давайте попробуем без. Без как правильно, сделаем неправильно, но может быть получится. Нет, ну значит нанесем какую-то такую смазку для более простого волочения. Итак, плоскогубцы. Не очень мощные, думаю, что их хватит
где у нас здесь 1,7. То есть проволока 1,8, 1,7. Не получится, например, 1,8 и сразу там 1,5. Так неправильно будет делать. Потому что, во-первых, сложно. Во-вторых, постепенно, по чуть-чуть будем стараться вытягивать меньше диаметр. Так, здесь есть. Да, прихватываем. Ну, давайте попробуем потянуть. О, пошла. Пошла. В общей сложности, так сказать, волочение осуществлено, скажем так. Так, продели. Прихватили. Упереться нужно. Вот сюда. Тянем. Прошло. Прихватываем. Опираемся левой рукой в плиту. Тянем. После волочения проволока, с проволокой произошел такой процесс, как то нагортовывание. То есть проволока стала жестче намного. Итак, мы получили нужный нам диаметр 1 миллиметр. Ну вот так вот удлинилась проволока. Давайте ради интереса замерим. Здесь линейка 300 миллиметров. 390. 390 миллиметров. Было 150, стало 390. Ну, часть возьмем на будущий ствол, а часть мы, конечно, оставим про запас. Получили диаметр 0,68 миллиметра. После такого вот удлинения было решено работать только с одной проволокой, которая пригодится нам для ветвей. Одна проволока диаметром миллиметр пойдет на ствол, здесь 0,9. Ну, опять же, этой проволочки хватит нам на все ветки, которые нам понадобятся. Поэтому эту сторону конечно же, более тонкий диаметр идет легче и даже без отжига. Ну, 0,6 миллиметра. Ровно. Ноль целых 4 миллиметра. То есть то, что нам было нужно. Итак, 0,4 миллиметра. 1 миллиметр для ствола, на ствол для ствола дерева. И 0,3, но проволока это есть уже в наличии, поэтому ее тянуть было не нужно. Ну вот такая нехитрая процедура. Ну что ж,
Сейчас наведем небольшой порядок на рабочем месте и продолжим. В итоге, что у нас получилось? Ну, одна проволока диаметром миллиметр, как уже говорилось, пойдет на ствол. Вторая проволока диаметром 0,4 миллиметра. Вот она. Это ветви, скажем так, нижнего яруса будут. За кадром была сделана проволочка, вернее, выволочена проволочка 3,6. Вот она. Вот проволока толщиной 0,3 миллиметра. Ну, говорилось, что она имеется в наличии, и тянуть ее, так сказать, не нужно было. Ну, пока вот такой набор. Что нужно сделать дальше? Определиться с длиной этих веток. Начнем с нижнего яруса. 0,4 миллиметра. Приблизительно 150 миллиметров длина нашего будущего дерева. Это 150. Вот у нас. И отметим на всякий случай, чтобы, так сказать, иметь какой-то ориентир вот здесь. Первый ярус веток начинается приблизительно на 2/3 ниже от верхушки. Ну, то есть от вот, верхней части. 2/3. Это приблизительно вот в этой вот месте. Приложим линейку и померяем. Я думаю, что миллиметров 50 длины ветки хватит. Примерно 3-4 ветки на один ярус. 50. Раз. И еще раз. 50 это 2. Это 3. Вот таким образом. Точно так же поступим с ветками следующих ярусов. Давайте остановимся на миллиметрах 40. Раз. 2. То у нас 3. И 4. Третий ярус. Миллиметров по 30. Получили вот такие вот отрезки проволоки. Естественно, как вы наверняка знаете, что ветка к своему концу сужается. Здесь же у нас проволока ровная. И вот нам придется сделать эти ветки, так сказать, на конус. Методом опиливания это сделать, конечно, можно, но, по-моему, это совершенно не технологично. А вот методом отжига, вытягивания и выкатывания, я думаю, что у нас получится сделать эту самую ветку, как уже было сказано, на конус. На канале есть видео, которое называется «Вытягиваем медную проволоку». И там эта технология очень подробно показана. Заходите, посмотрите, подпишитесь, поставьте лайки, кстати, между прочим. Ссылочку оставлю в описании, и подсказка обязательно появится. Ну, давайте приступим. Воспользуемся пинцетом обратным. Закрепим сюда. Горелка, зажигалка. В общем-то, ничего такого сложного. И начинаем отжиг. Отжигать будем половина проволоки. Есть. Вот у нас одни плоскогубцы, вот у нас другие плоскогубцы. Плоскогубцами, которые с насечкой, будем прихватывать, а этими плоскогубцами, которые без насечки, будем тянуть. Если прижать проволоку вот таким образом, то, конечно же, зубья, насечка, вернее, испортит поверхность этой самой проволоки. Поэтому необходимо какую-то прокладочку сделать. Так, отрежем аккуратно, свернем и еще раз, и еще раз. Аккуратно, да, есть. Прихватываем и потихонечку тянем. Вот она растянулась. Ну, главное не переборщить, иначе порвется, как вы понимаете. Есть такое дело. Теперь
Чуть дальше прихватим. Вот она уже получила нагортовывание, стала жестче. И опять потянем. Вот она потянулась, кстати. Хорошо. Соответственно, после растягивания она стала чуть тоньше. Еще раз отожжем. Так вот прихватим здесь. Тянем. О, она потянулась, можете видеть. По чуть-чуть, конечно, тянется, но тянется. Или здесь. Может порваться, но ничего страшного. Потянули. Теперь опять отжиг. Потянули. О, растягивается, растягивается. Еще. Отступим. Потянули. Все, хватит. Возьмем вот такие две стальные плиты. Это эталоны твердости. И еще раз отожжем. И теперь будем выкатывать. Кончик у нас здесь приплюснут, поэтому мы его отрежем. Выбираем сторону гладкую. Да, вот она. Положили вот таким образом. Что у нас получается? То есть создается вот естественный угол. Верхняя плита касается нижней плиты, а здесь, естественно, лежит на проволоке. И вот этот вот угол, который образовывается, скажем, естественным путем, да, нам и понадобится. Конец нужно придерживать, потому что, когда это крутится, да, может загнуться проволока, и потом замнется, ну, надо будет выравнивать. Подровняли. И начинаем выкатывать. Ну, усилия, вы видите, нужно применять. Вы видите, что остается даже след от меди. Давайте это протрем обязательно. С этой стороны и с этой стороны. Изначальный диаметр, то есть 0,4 мм. А с этой стороны, где мы вытягивали и катали, на конце получается 0,26. Ну, то есть проволока реально пошла на конус. Давайте продолжим выкатывать. Все-таки хотелось бы тоньше. Чуть-чуть уберем эти 0,06. Они нам, ну, в общем-то, не нужны. (0,22). Я думаю, что 0,02 мы убирать не будем. Ветка получила вот тот конус, который нам нужен. Ну, дальше продолжим. С этой партией веток справились, скажем так. Теперь следующее. Четыре веточки у нас есть. Теперь продолжим с отрезками проволоки диаметром 0,3 мм.
получили 0,2 мм. С проволокой 0,3 мм справились. Получается вот такой вот набор у нас веток. Конечно же, в процессе сборки придется что-то докатать, где-то отрезать больше, опять докатать, ну, сделать тоньше. Ну, это уже посмотрим по ходу. Остается самый сложный этап. Это ствол. Тут проволока 1 миллиметр в диаметре. И отжечь, потом тянуть и выкатывать будет сложновато. В физическом плане, ну и по времени будет долго. Ну, ничего, давайте попробуем. Ну, чуть-чуть потянулось. Хорошо. О, аж пыль пошла, если вы видели, да? Хорошо, растягиваем по чуть-чуть. Необходимо произвести общее растягивание, чтобы убрать в некоторых местах, скажем так, мягкость металла после отжига. Закрепим. Начало прутка прихватим. И осуществим общее растягивание такое. По чуть-чуть потянули. Слава тебе, Господи, что оборвался только вот кончик здесь, да? Ну ладно, выскочил. Но в любом случае, проволока стала тверже. Что нам было нужно? В начале у нас диаметр 0,6 миллиметра. Ну, а в конце, как вы понимаете, ровно 1 миллиметр. То есть конус получился. Конечно же, можно было взять фильеру и постепенно, шаг за шагом,
сделать тоньше, 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 тоньше и тоньше. Но мы же говорили, что далеко не у каждого моделиста может быть эта самая фильерная плита. Поэтому вот для наглядности, что особого никакого инструмента не нужно, только лишь плоскогубцы, ну, может быть, какие-то тиски ручные или помощнее что-нибудь. И газовая горелка. Все. Получили то, что нам было нужно. Теперь необходимо отмерить 150 миллиметров. Плюс 30 на всякий случай. И вот, наконец-то, мы получим то, к чему, так сказать, долго шли. Проволоку, которая будет играть роль ствола дерева. Итак, заготовка для ствола дерева у нас готова полностью. Вот наши ветки. Конечно же, наверняка придется несколько веток доделать, потому что, мне кажется, их маловато. Ну, посмотрим. В любом случае, следующий этап – это этап примерки этих веток к стволу, прикладывания, чтобы посмотреть, как примерно будет выглядеть крона дерева.